Всем привет! Приветствую вас на моем канале о вязании. Меня зовут Максим, и я вяжу игрушки. И со мной в компании я предлагаю вам связать вот такого вот тигра. Итак, для вязания вот такого вот тигра нам понадобится основная пряжа трех цветов. Это оранжевый, молочный и черный. И дополнительная пряжа белая, которая будет совсем тоненькая по сравнению с основной пряжей. В ней мы будем вязать глаза. Я вязал из пряжи Yarnart Jeans. Толщина ее и расход это 160 метров на 50 грамм. Также можно использовать Alize Cotton Gold как аналог, а для тонкой пряжи это можно или разделить белую нить джинса напополам, или же использовать тонкую вроде ириса. Также понадобится крючок для основной пряжи, у меня это 1,5 мм, и для дополнительной 1 мм. И как мы видим на игрушке, нам нужны будут две бусинки диаметром примерно миллиметра 4-5 и немножко бисера для украшения. Вся игрушка у нас идет цельновязанная, пришиваются только нос, глаза и уши, полоски вышиваются отдельно нитью. Вот, ну я думаю, в процессе разберемся. А вообще для вязания можно использовать абсолютно любую пряжу, абсолютно любой толщины. Главное, чтобы все три цвета вы подобрали одинаковыми по толщине, чтобы не было диспропорций в самой игрушке. Важный момент. Схема вязания такого тигренка рассчитана на вязание галочками. Это такой способ, когда рабочая нить всегда идет поверх крючка. Вы можете посмотреть ее в предыдущем моем видео. Там я показывал. Если вы будете изменять метод вязания, то я не могу гарантировать ваш конечный результат. Начинаем мы вязание со всех деталей, которые будут ввязываться. Соответственно, сначала мы вяжем хвост, потом верхние лапы, затем вяжем одну ногу, которая провязывается вместе со второй ногой, образует туловище. И в процессе вяжем голову и тоже привязываем ее к туловищу. В этой игрушке хвост у меня выполнен полностью оранжевым, но в следующее я хочу сделать начало его черным, чтобы немножко была гармония к носу. Вот, и вязание будет такое же. Вязание хвоста начинаем из черной пряжи. Для этого в кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Затягиваем колечко и продолжаем вязать по кругу. Следующий второй ряд у нас будет 5 прибавок. Вяжем одну, вторую, третью, четвертую и
35-ю. На этом моменте мы ставим маркер начала ряда, чтобы было удобно прослеживать и считать ряды. Я использую эту нить контрастного цвета. И теперь вяжем 4 ряда, 4 ряда по 10 столбиков черным цветом. Когда довязали ряд, на моменте окончания ниточку маркерную перекидываем на лицо, чтобы удобно было и следить, и она нигде не потерялась. И продолжаем вязание. Итак, 7 рядов от начала по 10 столбиков у меня провязано. Теперь нам нужно сменить цвет на оранжевый. Черную нить можно будет в процессе потом обрезать. И теперь мы продолжаем вязание в каждом рядочке по 10 столбиков до момента, пока не свяжем 35 рядов. Итак, я уже довязал до 35 ряда. Теперь мы вяжем 36 ряд. Вяжем убавку. Теперь 3 столбика. И повторяем эту операцию еще раз. Убавка и 3 столбика. Вот, начало ряда у нас было вот. Можем его перенести как раз вот сюда. Вот, чтобы увидеть. И теперь последний 37 ряд мы вяжем 4 столбика за обе стороны детали вместе. Раз, два, три и 4. Ниточку закрепляем, и конец можно отрезать. Так, хвост у нас готов. Если вы вяжете игрушку небольшого размера, как у меня из рекомендованных материалов, и она у вас получится до 25 сантиметров, то все узкие детали, такие как хвост, сама нога, руки, мы не набиваем. Если же у вас игрушка большего размера или из толщи пряжи, то тогда советую немножко наполнителем все-таки наполнить эти детали.
Теперь будем приступать к вязанию верхних лапок. Для этого нам сначала нужно связать пальчик, потому что он будет в процессе ввязываться. Дальше мы начнем с ладони, вяжем пальчик, закончим ладонь и продолжим вязать основание всей руки. Готовим пряжу молочного цвета, начинать будем вязание с нее. Вяжем сначала 2 пальчика. Замыкаем нить в кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, один потерял. У нас один начинающий считается. 6. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь стягиваем наше кольцо. Стягиваем наше кольцо. И вяжем 2 ряда по 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вязание выворачиваем на лицо. И вяжем еще один ряд, который состоит из 6 столбиков. Раз, 2, 3. 4, 5, 6. Заканчиваем вязание соединительным столбиком. Делаем ниточку, отрезаем. Вот такой вот пальчик у нас получился. И теперь нам нужно связать еще аналогично такую вторую деталь. 2 пальчика у нас готовы. И теперь можем приступать к вязанию самой ладошки. Начинаем вязание с кольца амигуруми. В него мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо наше затягиваем. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок. Одна прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая и шестая. В ряду у нас получается 12 петель. Теперь ставим маркер
И продолжаем вязание. Третий ряд мы вяжем прибавка 5 столбиков и повторяем 2 раза. Прибавка. Раз, 2 столбика, 3, 4, 5. И повторяем еще раз прибавка и 5 столбиков. Третий ряд теперь мы связали и вяжем четвертый. В четвертом ряду у нас 14 столбиков по кругу без прибавок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В пятом ряду мы вяжем прибавка 6 столбиков, повторяем 2 раза. Перекидываем ниточку начала ряда и вяжем прибавка. Теперь 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем. Прибавка и 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой, седьмой ряд мы вяжем по кругу 16 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И еще один рядочек. Это седьмой. 16 столбиков. Так. Начало ладошки у меня готово. Теперь в следующем 8 ряду мы будем привязывать пальчики. Готовим пальчик. И вяжем сначала 3 столбика одновременно с стороной пальца и и деталью ладошки. Надеваем на крючок и вяжем. Получается у нас первый столбик, второй и третий. Обратите внимание, что детали у нас сложены лицо с лицом, и мы провязали только за 3 столбика от пальца, а 3 столбика вот спереди у нас остались свободные. И дальше продолжаем вязание по кругу. Вяжем 13 столбиков в каждую петлю. Раз, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, 8 ряд закончился. Вяжем 9 ряд. В 9 ряду мы сначала вяжем за вот эти оставшиеся 3 3 петельки пальца, и дальше вяжем 13 столбиков по кругу. Так, готово. Эти ниточки мы прячем внутри ладошки, чтобы они не мешали. Так, теперь вяжем 10 ряд. Сначала вяжем 6 столбиков, потом убавку и повторяем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку и повторяем операцию еще раз. 6 столбиков, убавка. 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. 11 ряд вяжем 5 столбиков, убавку и повторяем 2 раза. В 12 ряду мы вяжем столбик убавка 4 раза. Столбик, убавка 1, столбик, убавка 2, столбик, убавка 3 и столбик, убавка 4. Так, на этом этапе мы сейчас набиваем ладошку и будем менять нить на оранжевую. Так, ручку я набил. Вот, распрямите наполнитель внутри ладошки, чтобы она была плоская. Теперь меняем нить на оранжевую
И вяжем с 13 по 22 ряд по 8 столбиков в каждом ряду. Молочную ниточку можно отрезать, завязать концы нитей между собой, на несколько узлов и спрятать эти концы внутри детали. Вот. И продолжаем дальше вязать до 22 ряда по 8 столбиков в каждом рядочке. Итак, нужное количество рядов я уже провязал. Теперь мы закрепляем нить на детали с помощью соединительного столбика. Ниточку обрезаем, маркер вытаскиваем, и нам остается связать такую же точно вторую деталь. Надеюсь, вы еще не устали от просмотра видео, и вязание для вас действительно интересно. Вот. Но хочу попросить вас в качестве благодарности подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх этому видео. А если вы досмотрите видео до конца и все же свяжете тигра, то в конце видео у меня есть для вас интересное предложение.